Здравствуйте, друзья! Древние чудеса света глазами их современников. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Первоначально в древнем мире существовали 7 чудес света, но почти все они затерялись с течением долгих веков и превратились в руины. Другие исчезли без следа. К счастью, память об этих шедеврах архитектуры и искусства все еще жива. Некоторые чудеса света удалось даже восстановить, поэтому мы можем себе ясно представить, как же на самом деле они выглядели в незапамятные времена. Всего известно 7 чудес древнего мира, однако мы хотели бы добавить к этому списку еще 3. Одно из Рима, одно, которое было исключено из списка, и одно из Эфиопии, которое до сих пор существует. Великие пирамиды в Гизе. 2584 год, 2561 года до нашей эры. По наши дни. Это единственное из чудес света древнего мира, которое стоит до сих пор. Однако, если вы приедете в Египет для того, чтобы полюбоваться на это чудо древней архитектуры, вам не посчастливится увидеть его в таком виде, в каком оно было задумано. Все пирамиды были построены из специальных каменных блоков, а сверху их покрывали отполированные плиты из известняка. Эти пирамиды должны были блестеть в лучах жаркого африканского солнца. К сожалению, в 1300 году в результате землетрясения отполированная плитка осыпалась, и ее забрали и использовали для строительства мечетей. Ворота Иштар. 575 год до нашей эры, по наши дни. Являясь частью стен Вавилона, ворота Иштар, 8-е ворота Вавилона, являлись одним из чудес света. Часть этой постройки сохранилась, а часть была реконструирована. В 1930-х годах в Берлине была воссоздана копия первоначальных ворот на основе уцелевшей части. Эти ворота можно увидеть в Берлинском музее. Ворота поражают своей красотой. Поэтому, если они будут восстановлены на том же месте, где первоначально были воздвигнуты, они, несомненно, станут современным чудом света. Храм Артемиды в Эфесе. 550 год до нашей эры. 2062 год нашей эры. Изображенный на фото храм Артемиды – это миниатюрная модель первоначального здания, которое можно увидеть в музее под открытым небом Миниатюрк. Этот величественный храм античности посвящен дочери Зевса Артемиде. Храм перестраивался за свою историю 3 раза, однако в конечном итоге был полностью разрушен варварами, которые не щадили даже чудеса света. К сожалению, все, что от него осталось сегодня, это одна колонна, одиноко стоящая на развалинах. Статуя Зевса Олимпийского. 435 год до нашей эры. 5-6 века нашей эры. Эта гигантская статуя Зевса находилась в храмовом комплексе, посвященном Зевсу, главному богу античных греков. Статуя была настолько огромной, что доставала практически до потолка храма. Она была полностью сделана из слоновой кости и покрыта позолоченными бронзовыми листами, поэтому можно только представить, сколько она стоила. В настоящее время точно неизвестно, каким образом эта статуя была разрушена и почему она исчезла, но вероятнее всего она пострадала из-за пожаров и была разрушена вместе с храмом. Галикарнасский мавзолей. 351 год до нашей эры, 1494 год нашей эры. Галикарнасский мавзолей – одно из чудес древнего мира, точная копия которого стоит сегодня в Вашингтоне, а миниатюрную копию можно увидеть в том же Стамбульском музее Миниатюрк. Оригинал был построен для корейского правителя Мавсола в городе Галикарнас, на руинах которого сегодня стоит известный курортный город Турции Бодрум. Мавзолей не выдержал многочисленных землетрясений и рухнул спустя 19 веков. Рыцари-иониты разобрали камни с руин здания для укрепления близлежащей крепости. Колос Родосский. 2092-2080 года до нашей эры. Разрушен в 2026 году нашей эры. Вас может удивить, почему мы поместили фото статуи Свободы в Нью-Йорке для иллюстрации этого пункта. Это было связано с тем,
что статуя была задумана и сконструирована на основе масштабов и дизайна оригинальной статуи Колоса Родосского. По крайней мере, примерно так представляли колосс создатели статуи Свободы. Благодаря этому современному памятнику мы можем себе представить то, как на самом деле выглядел колосс, одно из чудес света древнего мира. К сожалению, памятник простоял недолго. Землетрясение 226 года до нашей эры опрокинуло его на землю, где он пролежал около 800 лет. В конечном счете, остатки статуи были проданы арабскими завоевателями еврейскому торговцу, который перепродал ее как лом. Александрийский маяк, 1303-1480 года нашей эры. Изображенное на фото здание является копией Александрийского маяка в натуральную величину, которая сегодня стоит в Китае. Оригинал стоял на острове Фарос и был сконструирован в XIV веке для того, чтобы освещать путь морякам, которые направляли свои корабли в Александрию. Как и многие другие выдающиеся здания из этого списка, маяк был разрушен землетрясениями, и в конечном итоге на его месте построили средневековую крепость. Аксумский обелиск, IV век нашей эры, наши дни. Аксумский обелиск можно было бы назвать чудом света, однако этот памятник никогда не был включен в список великих творений, так как Эфиопия, страна, в которой он был воздвигнут, находилась довольно далеко от остальных чудес. Поэтому посмотреть на него, кроме местных жителей, мало кому удавалось. Обелиск был построен в качестве ориентировочного знака, указывающего на место захоронения. В 1937 году итальянские фашисты, которые захватили Эфиопию, демонтировали обелиск и забрали его в Рим. Но только в начале 21 века обелиск был возвращен итальянцами в Эфиопию. Колизей, 70-80-е года нашей эры, наши дни. На этом фото вы можете увидеть Колизей таким, каким он был первоначально. К сожалению, здание сильно пострадало в 1349 году во время сильного землетрясения. Его построили римляне для проведения гладиаторских представлений, но после их запрещения здание использовалось для самых разных целей. Какое-то время тут даже располагалась свалка, а камни Колизея растаскивались для строительства других зданий. Однако в конечном итоге Колизей, вернее все, что от него осталось, было превращено в туристическую достопримечательность, которую посещают миллионы туристов. Римские бани, 836 год до нашей эры, наши дни. Римские бани в городе Бат в английском графстве Сомерсет – реконструкция древних римских терм, которые были построены в самом начале нашей эры. Здание было разрушено в VI веке, но позже было восстановлено. Последнее дополнение к нему датируется 19 столетием. Бани в этих местах первоначально были построены еще британским королем Бладудом. Город славился своими термальными источниками, которые использовались для лечения разных заболеваний. Римляне, которые завоевали эти территории, внесли свой вклад в архитектуру здания. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.